Всем привет, садоводы и огородники! Сегодня мы поговорим с вами о таком заболевании, как фитофтороз, как с ним бороться и как сделать профилактику нашим помидорам от этого заболевания. Фитофтора или фитофтороз известно каждому дачнику. Заболевание то затихает, то вновь набирает силу, и каждый год мы надеемся, что на этот раз грибок обойдет стороной тепличные томаты и другие огородные культуры в открытом грунте. Но, к сожалению, борьба с фитофторозом не прекращается, а во второй половине лета становится особенно активной. Значит, пора разобраться в причинах заболевания, поставить точный диагноз и провести обработку растений. Фитофтора или фитофтороз томатов – грибковое заболевание, вызываемое грибами, которые обитают в почве. Как и всякий недуг, фитофтора оставляет следы, которые сложно не заметить. На листьях и стеблях появляются некрозы бурого цвета со светлыми краями. Если вы перевернете лист, то заметите беловатый налет. Это мицелия гриба, который очень быстро размножается. Стебли становятся коричневыми, размягчаются. Плоды покрываются изнутри бурыми пятнами и загнивают. Все растения усыхают и как бы пригибаются грядки. Посмотрите, как это выглядит в реальности. Это жуткая картина. Вот в таком развитии болезни уже ничего не поможет. Первые признаки фитофторы можно заметить на стеблях. Они начинают темнеть и усыхать, позже покрываются белым налетом. Регулярно осматривайте растения, чтобы не пропустить эти симптомы. На ранней стадии лечения фитофторы прогноз более благоприятный. Бурый цвет – один из признаков заражения фитофторой, поэтому второе ее название – бурая гниль. Фитофтороз активен в средней полосе с мая по август, особенно во второй половине лета, и распространяется в сырую дождливую погоду. На развитие болезни влияют перепады дневной и ночной температур, а также выпадание росы и образование конденсата на листьях самих томатов. При развитии болезни в начале периода вегетации возникает вопрос, как спасти помидоры от фитофторы, потому что заболевание может полностью лишить урожая. Решить эту проблему нужно очень быстро и только на начальном этапе заболевания, потому что потом уже спасти помидоры будет невозможно. Поэтому лучше делать профилактику от этого заболевания. К примеру, можно использовать фитоспорин. У меня есть такое видео, сейчас ссылка появится вверху экраном, можете перейти и посмотреть. Я сегодня буду использовать уже проверенные годами вот такие два препарата, Гамаир и Аларин Б. Это у нас биопрепараты, которые защищают наши томаты от фитофтороза, а также на начальном этапе даже могут справиться с этим заболеванием. Эти два препарата лучше применять вместе, так они намного надежнее защищают ваши томаты. Как правильно применять эти таблетки от фитофторы? Нам необходимо взять 5 таблеток Гамаира и 5 таблеток Аларина и развести их на 5 литров воды. Сейчас я достану эти таблетки и покажу вам их. Вот так выглядят таблетки Гамаира, 5 штук берем и закидываем их в воду. Теперь нам необходимо взять 5 таблеток Аларина. Так как эти таблетки у нас биопрепараты, то есть это штаммы, которые будут бороться с грибками, то необходимо их разводить обязательно в воде, которая не содержит хлора. И было теплый, градусов 25. Вот теперь берем 5 таблеток Аларина и тоже отправляем их в воду. Теперь нам необходимо подождать, когда они растворятся. Периодически их необходимо мешать, чтобы они быстрее растворились. На это у вас уйдет от 10 до 15 минут. Если вы заметили, что у вас уже началась начальная стадия фитофторы на ваших томатах, то вам необходимо взять 10 таблеток Аларина и 10 таблеток Гамаира и развести их на 10 литров воды. Все таблетки у меня растворились. Теперь доводим рабочий раствор до 10 литров. То есть я для профилактики взял 5 таблеток Гамаира и 5 таблеток Аларина на 10 литров воды для профилактики. У меня этого заболевания пока, слава богу, нет. И теперь нам необходимо подождать ровно 30 минут для того, чтобы бактерии, эти штаммы, заработали. Прошло у меня ровно 30 минут, заправил я опрыскиватель и теперь начинаем обрабатывать наши томаты. Опрыскиваем
со всех сторон, и с наружной стороны листа, и с внутренней, и стараемся полностью не пропустить ни одного участка томата. Опрыскиваем, как всегда, либо в утренние, либо в вечерние часы, или в пасмурную погоду. Желаю вам всем больших хороших урожаев. Всем пока-пока.